Наташа была очень хорошей матерью, и все ее сердце принадлежало ее единственному сыну Олегу. Она всегда заботилась о нем, стараясь сделать все возможное, чтобы он вырос счастливым и успешным. Жили они в небольшом городке, где жизнь текла размеренно, и хотя они не были богатыми, Наташа никогда не жаловалась. Отец Олега ушел из жизни, когда мальчику было всего 7 лет, и с тех пор Наташа взяла на себя всю ответственность за его воспитание. Она часто говорила Олегу, что хочет для него лучшего будущего, чем у нее. Олег рос умным и послушным ребенком, учился на отлично и всегда стремился к новым достижениям. Он увлекся футболом и даже стал капитаном школьной команды в старших классах, что принесло ему уважение среди сверстников. После окончания школы он поступил в институт на бюджетное место и успешно окончил его, радуя мать своими успехами. Во время учебы Олег познакомился с Викой, девушкой, которая, казалось, была полной противоположностью ему. Она была энергичной и амбициозной, и вскоре предложила Олегу открыть бизнес. Их совместные усилия принесли хорошие результаты, и они стали успешной командой. Однако из-за работы Олег стал слишком занят, чтобы часто навещать мать, что вызывало у него тоску. Наташа, в свою очередь, недолюбливала Вику, считая ее хитрой и скользкой. Она беспокоилась о том, что Вика может повлиять на сына и отвлечь его от истинных целей. Несмотря на неодобрение матери, Олег сделал Вике предложение, и они поженились. Наташа пыталась смириться с ситуацией, но в глубине души все еще чувствовала, что что-то не так. Через 5 месяцев после свадьбы ее мир рухнул. Она получила ужасное известие. Олег умер во сне. Это было настоящим шоком для нее. Она не могла поверить в то, что потеряла своего любимого сына. На похоронах, когда она подошла к гробу перед прощанием, ее сердце забилось быстрее. Открыв его, она услышала еле заметное дыхание сына. Это было как чудо. Наташа сразу же вызвала полицию и скорую помощь. Спасатели быстро прибыли на место и начали проверять состояние Олега. К их удивлению, он был жив, но находился в состоянии, близком к коме. Началось расследование, и вскоре выяснилось, что во всем виновата Вика, жена Олега. Она призналась, что дала ему передозировку снотворного, чтобы инсценировать его смерть и забрать весь бизнес. Олег был категорически против продажи, и Вика решила, что единственный способ добиться своего – это избавиться от него. Вика была арестована и приговорена к 20 годам тюремного заключения за попытку убийства. Олег, находясь в больнице, сожалел о том, что не послушал мать и не уделял ей достаточно времени. Он понимал, что ее инстинкты не подвели ее, и был рад, что она спасла его жизнь. После восстановления Олег решил, что больше никогда не будет пренебрегать теми, кто его любит. Он вернулся к матери, и их связь стала еще крепче. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.